Вы любите музыку из игр? Я ее просто обожаю. Игры — это, собственно, то место, откуда я беру для себя треки, которые потом слушаю ежедневно. Даже представления не имею, что там в музыкальной индустрии сейчас в трендах. Может и к лучшему. И как это уже было в прошлом году, хочется отметить игры, которые тронули меня музыкой больше всего в этом году. Так, думаю, лучше всего объяснить правила и критерии перед тем, как приступить к делу. У меня есть ровно 2 платиновых ноты. Одна уходит саундтреку в целом, другая одному конкретному треку. Один игровой OST может вполне получать обе награды, как за отдельно взятый трек, так и в целом. Во многом это даже логично, не так ли? У хорошего OST наверняка найдется какой-то один отличившийся трек. Под платиновую ноту рассматриваются все игры, вышедшие в этом году, а также их обновленные версии, если в них добавили новый трек или обновили OST именно под эти новые версии. Тоже я буду оценивать? Да просто, что больше понравилось, конечно же, и учитывать буду все, что можно. Как звучит в игре, как вне, как подается. Все на свете, что только в голову придет, и все что угодно, что повлияет на восприятие этой самой музыки. Что же, правила в сторону, игры на стол. Год был богат на крутые саундтреки. Любая маломальски заметная игра умудрилась обзавестись отличным и порой замечательным саундтреком. Но я немного спалился в одном из прошлых видео. Ведь в этом году речь пойдет только о 2 играх, которые вознесли свой саундтрек на следующий уровень. No Straight Roads и BPM. Когда было принято решение интегрировать музыку в игру, ребята, стоявшие за этими играми, подошли к делу с полной ответственностью. И самое классное, у них абсолютно разный подход. Сначала о No Straight Roads. Они довольно слабовато интегрировали музыку в конкретный геймплей, хоть и пытались. Больше она задает тон обстановки. Но какой же мастер-класс они при этом показали? Главные герои сталкиваются с корпоративной гнилью и в итоге силой рока пытаются свергнуть представителей протухшей музыкальной индустрии. Каждая из ключевых композиций отражает определенного босса игры, имеет как минимум по 3 вариации. Первая оригинальная, полностью отражающая принадлежность босса к выбранному жанру. Потом идет EDM, то бишь электронная версия, подчеркивающая их корпоративную сущность. И затем рок-версия, которая показывает борьбу наших героев. И ладно бы дело было в одном только количестве, но как видите, качество все равно остается на высоте, какая бы версия ни была, что лишний раз доказывает трепетность в подходе, когда дело доходит до музыки в No Straight Roads. Они даже разродились 4-й обязательной версией для каждого трека под рождественскую тематику. Притом это обновление абсолютно бесплатное. Теперь о BPM. Чем, на мой взгляд, выгодно отличается BPM, так это тем, на чем NSR внимание толком не заострил, на интеграции непосредственно в геймплей. Будучи шутером, в котором музыкальная тематика не оправдывается нарративом, его в игре банально нету. Она взамен полностью пропитывает собой геймплей, вплоть до такой степени, что ты уже не можешь представить отдельно звуки стрельбы и перезарядки, слушая саундтрек. Помимо этого, сами треки очень грамотно составлены, чтобы не надоедать после многочисленных похождений по одним и тем же уровням. Хотя из-за этого количество треков не особо велико, зато во время босс-баттлов играет более динамичная тема самого уровня.
И кто же среди этих двоих получит платиновую ноту за Ост в целом? Честно говоря, борьба была близкой, но все-таки я даю предпочтение No Straight Roads. Благодаря тому, как они умудрились вместить столь много жанров, сохраняя целостность с разнообразием вариаций. Это банально высший класс, и в целом я замечаю это практически идеальный для меня саундтрек, который я мог вполне бы запустить на рандомном проигрывании и слушать его почти от начала до конца, в каком бы то ни было порядке выпадения этих треков. И честно, борьба с BPM не была бы столь близка, если бы из NSR можно было вырезать богомерзкий рэпчик Дикий Уэста. Что же с сингл-треком? Здесь было все довольно просто. Одна игра пришла отомстить за прошлый год. Если Devil Trigger не смог побороть в моих глазах God Shattering Star, то 9 с лишним минут чистого оргазма в виде Bury the Light из специального издания 5-го DMC закопали всех остальных возможных претендентов в этом году. Эта платиновая нота посвящается всем тем Спанч Боб мемам, что возникли благодаря этому треку. И последний сюрприз на сегодня. Я собираюсь выдать платиновую ноту за 2021 год прямо здесь и прямо сейчас. Вы не ослышались? Как насчет сделать шаг в будущее? Согласно моим же правилам, я не могу выдать платиновую ноту за 2020 год, даже если мы уже знаем о существовании музыкальных треков и знаем, как они звучат. А все потому, что к ним не прилагается пока что игра. Но если треки известны, а дата выхода однозначно в следующем году, то почему бы и нет? Прошу к вашему вниманию то, что уже покорило музыкальную арену среди игр и повторит это вновь, когда выйдет в 2021 году. Guilty Gear Strive. Ост уже жгет напалмом, хоть он и не весь известен, в то время как Smell of the Game успел стать культовым до релиза самой игры. Ну вот, теперь, когда я полностью дискредитировал себя и свою платиновую ноту, сделав ее коричневой, можно смело уходить на покой аж до 2022 года. И да сразит меня прямо здесь длань Господня, если в 2021 году умудрится выйти саундтрек лучше и краше.